чего это вообще зависит, что срок такой плавающий от суда? То есть это позволяет немножечко где-то ускорить. Очень часто меня спрашивают о том, какой пакет документов требуется для родов в Аргентине. Вообще в целом имеет смысл в этом случае привлекать тогда сопровождающего по организации родов в Аргентине? Или этот тест можно самостоятельно пройти? Если вы рассматриваете Аргентину для родов, то этот выпуск для вас. Я задам несколько вопросов юристу Ивану Владимирову. Ну что же, мы снова из Буэнос-Айреса, из самого центра города, напротив здания суда Трибуналес. И на этой же площади находится здание судов, откуда выходят счастливые обладатели паспортов Аргентины, клиенты компании «Паспорт Аргентина» и юриста Ивана Владимирова. Вот, Иван, у меня вопрос. Сегодня сколько у вас было получено паспортов? Сегодня у нас вышли 2 счастливых клиента, которые стали гражданами Аргентины. Это одна семья или разные семьи? Нет, это 2 разные семьи. Одна семья легализовывалась по программе «Рантье», а вторая семья по родам. Хорошо. У нас будут отдельные выпуски, где мы разбираем вопросы наших зрителей канала «Аргентина на каблуках», часто задаваемые вопросы, и по программе «Рантье», и по программе обучения. Сейчас я бы хотела остановиться на вопросах, которые задают, наверное, ваши будущие клиенты, но мои подписчики. Они их задают мне, соответственно, оставляя комментарии под видео и также в личных сообщениях, потому как под каждым видео есть мои личные контактные данные, где можно оставить свой вопрос, обратиться за каким-то советом и так далее. И вот чаще всего те люди, которые планируют свой прилет в Буэнос-Айрес по родам, то есть в ожидании малыша, такие клиенты чаще всего спрашивают меня, как изменилась вообще в целом атмосфера по родам в Аргентине за последние год, да, уже сейчас у нас милей больше года уже в стране, и здесь хочется понять, есть ли какие-то изменения, как отношение судов к тем, кто приезжает на роды, в целом сообщество, как реагирует на семьи, приезжающие на роды в Аргентину, есть ли какие-то сложности с выдачей документов, паспортов, может быть, их задерживают или наоборот выдают быстрее. Вот здесь могли бы что-то поподробнее рассказать? Дарья, в одном вопросе вы, конечно, задали сразу 5 вопросов. Постараюсь коротко. Если говорить в целом про ситуацию, есть ли какие-то изменения? Аргентина всегда была открыта к новым людям и всегда позитивно смотрит на тех людей, которые сюда приезжают. В том числе к беременным людям, которые сюда приезжают рожать. Отношение к детям здесь замечательное. Сейчас вот мы находимся в Аргентине, и вот буквально вот в парке и справа, и слева ходят парочки со своими ребятишками, и на их лицах написано, что они счастливы, и им здесь очень нравится. И действительно, если брать в целом обстановку, то она благоприятная. Каких-то изменений в худшую сторону, или, как мы называем, закручивание гаек в юридической части и в реальном пространстве мы не наблюдаем. Помимо цен, конечно же, о которых все говорят, что цены повысились. К сожалению, цены, да, в Аргентине я сам на своем кармане прочувствовал, насколько изменения произошли за последние 2 года. Вот. Но здесь, к сожалению, это те процессы, на которые повлиять мы не можем. Но есть процессы, на которые повлиять мы можем. Это как раз сопровождение кейсов по родам, помощь семьям, которые планируют родить ребенка здесь и, соответственно, стать в дальнейшем аргентинцами, и чтобы их ребенок также получил аргентинский паспорт. Подводя итог, обстановка благоприятная, какого-то критического отношения судей к таким парам и получения паспорта мы не видим. То есть выдают так же, как и раньше? Да, абсолютно верно. Паспорта выдаются, счастливые обладатели их получают. Иван, правильно ли я понимаю таким образом, что сроки получения паспортов для семей, которые приезжают на роды в Аргентину, не скорректировалось за последние 3-4 года? Потому как вы уже, я так понимаю, занимаетесь последние 3-4 года этой практикой, правильно? Да, если вот все-таки смотреть на это как на какую-то тенденцию, есть ли какая-то тенденция, которую хочется озвучить? Я думаю, что имеет смысл озвучить в целом сроки, которые необходимо закладывать семьям с детьми, которые планируют здесь роды. Первый этап, когда семья приезжает на выбор клиники и первичное обследование, здесь сроки разные. Кто-то приезжает чуть-чуть заранее, кто-то приезжает прямо под корешок, грубо говоря, к родам. Но обычно это начинается срок от
от 38 недель беременности. Это первый этап. Второй этап после рождения ребенка. Я думаю, здесь интересует людей вопрос, сколько требуется времени для получения первых документов. Да. И в дальнейшем для подачи уже на получение паспорта родителей. В среднем мы закладываем от 1 до 1,5 месяцев пребывания здесь родителей для получения этих первых документов и подачи документов в суд. Дальше уже по желанию семьи. Либо она остается и ожидает получения паспорта, либо, соответственно, уезжает и приезжает уже. Финальный этап, он в среднем занимает после подачи документов в суд от 6 месяцев. То есть получение паспорта родителей где-то 6 месяцев. Ну вот такие сроки на данный момент присутствуют. Они не увеличиваются, но и не уменьшаются. В целом за 2 года по срокам выдачи глобально ничего не поменялось. От чего это вообще зависит, что срок такой плавающий? От суда? Самый плавающий, так называемый срок, который заранее мы не можем предусмотреть, это рассмотрение дела судом. Почему так происходит? Важно понимать, когда вы подаете документы в суд, то документы рандомным путем распределяются к конкретному судье. И именно от конкретного судьи зависит срок рассмотрения. Кто-то эти дела не затягивает, рассматривает достаточно быстро, необходимые дополнительные документы также запрашивает, соответственно, человек их предоставляет, и дело движется. Некоторые суды намеренно или не намеренно их затягивают, и таким образом повлиять или ускорить этот процесс практически невозможно. С нашими клиентами мы стараемся по их делам быть в постоянном контакте с секретариатом судов и запрашивать о статусе дела и движении этого дела. Ну и при необходимости, в общем, своими методиками попытаться повлиять на ускорение этих процессов. Это позволяет немножечко где-то ускорить, да, процесс? Сдвинуть. Здесь мы не говорим, что здесь нету единого алгоритма, каким образом это сделать, то есть юридических оснований нету. Ну, там, где действительно происходит искусственное затягивание, и мы это понимаем, что дело искусственно затягивается, там, конечно, мы подключаем уже юридические инструменты, подаем заявление, ходатайство для того, чтобы этот процесс сдвинуть. Потому что такие ситуации, к сожалению, тоже есть. Есть некая особенность Аргентины не спешить. Вот она здесь очень ярко проявляется в судах. Очень часто меня спрашивают о том, какой пакет документов требуется для родов в Аргентине. Ранее уже освещали тоже этот вопрос по пакету документов. Он достаточно стандартный и небольшой, если сравнивать с другими программами, рантье, скажем, или обучение. В юридическом смысле стандартный пакет, который готовится и на другие программы, но нету дополнительных документов для подтверждения обучения, подтверждения пассивного дохода, поэтому он достаточно простой. Если же он такой простой, и возможно, что и ошибок, наверное, по нему, скорее всего, по вашей практике меньше, да, чем по другим программам рантье или обучения, которые вы ведете, вообще в целом имеет смысл в этом случае привлекать тогда сопровождающего по организации родов в Аргентине, или этот процесс можно самостоятельно пройти? Хочется сказать, что обращаются прежде всего не за юридической частью, которая здесь есть, а за комплексным сопровождением. Я бы разделил это на 3 этапа. Это этап подготовки семьи до того, как она прилетит в Аргентину, после прилета и до рождения ребенка, и этап после рождения ребенка, получения первых документов и подачи документов уже на получение паспортов родителей. На первом этапе подготовительном, когда еще пара не находится в Аргентине, идет подготовка, поиск жилья, предварительный поиск клиники, подбор врача, который будет сопровождать. Эти процессы уже запускаются до того, как пара приезжает в Аргентину. Когда пара приезжает в Аргентину, происходит встреча в аэропорту, заселение в квартиру, далее проведение консультаций, обследований, необходимых для подготовки к родам, и выбор уже финально врача и клиники, в которой будут, собственно, проходить сами роды. Это второй этап. И после рождения ребенка уже идет подготовка всей документальной части. То есть это получение документов на ребенка и подача документов на получение паспорта родителей. Помимо этого, естественно, пара, которая здесь находится, она будет находиться там от 2 месяцев, грубо говоря, в Аргентине. Естественно, мы продумываем какие-то бытовые услуги,
услуги, помогаем в их реализации. Какие-то развлекательная программа, да, если она требуется и необходима. Ну, в общем, чтобы пара, которая приезжала, она максимально комфортно себя чувствовала в новой стране и получала только позитивные эмоции, потому что при такой погоде и в таком прекрасном городе, я думаю, что только такие эмоции должны приходить. Если вы рассматриваете возможность родов в Аргентине и оформления гражданства по основанию рождения ребенка, а также желаете получить консультацию юриста и специалистов по адаптации в стране, то оставляйте свои заявки на консультации через сайт passportargentina.pro. Ссылки на контакты указаны в описании к ролику. До новых встреч на канале Аргентина на каблуках!